Следующий темперамент, о котором я хочу рассказать, это холерик. Холерик – это легко возбудимый тип. Это ребенок, который просыпается мгновенно, скакивает с кровати, и он всегда готов к действию. У этого ребенка одна особенность. Отдыхает он только тогда, когда меняет деятельность. Для того, чтобы отдохнуть, ему вовсе не надо сидеть или лежать. И абсолютно бесполезно просить его присесть и отдохнуть. Расскажу такой случай. Мы стоим в очередь на аттракционы. И передо мной стоит как раз ребенок такого темперамента. И понятно, что когда он стоит, он прыгает, бегает, крутится, кричит. Родителям это надоедает. Они устают от шумного ребенка и отправляют его посидеть на лавочке. Понятное дело, что когда ребенок садится на лавочку, он на ней не может сидеть. Он подпрыгивает на лавочке, скачет, вертится. На что родители раздражаются таким поведением ребенка и наказывают его, шлепая по попе. Теперь ребенок держится за попу, прыгает, скачет и теперь громко и истошно орет. Ситуация получается неразрешимая. Ребенок не успокоится, не слушается, и родители сами поставили себя в условия, когда просто получается кризис. Что делать, непонятно. Таких детей видно от рождения. Когда они начинают ходить, они уже сразу бегают. Они все делают быстро. Быстро заинтересовываются любой новой игрушкой и быстро же перестают ей интересоваться. Они, не доиграв одно, начинают играть в другое. Бросают одно занятие, начинают другое занятие. Из этих детей при правильном отношении к их темпераменту, к особенностям личности, получаются отличные трудоголики. И на самом деле все люди, которые достигли большого успеха, в большинстве людей, которые достигли очень большого успеха, это холерики. Потому что холерики способны работать 20 часов в сутки, им нужно очень мало времени для отдыха, и они действительно становятся рулевыми больших и крупных корпораций. Но для того, чтобы ребенок осуществил все свои такие способности и возможности, к нему нужно правильно относиться. Правильное отношение такое, что если вам достался ребенок с таким темпераментом, нужно заранее планировать и все его занятия. У вас должно быть много с собой всяких игрушек, всяких заданий. Например, вы планируете стоять в очередь на аттракцион. Нужно заранее продумать, что он может там делать. Он может, например, бегать с поручениями. Он может, например, прыгать сначала на одной ножке, потом на другой ножке, потом, например, еще какие-то делать танцевальные движения. То есть у вас должна быть всегда продумана программа действий для этого ребенка. Если вы не продумаете программу действия, он продумает ее сам. И обычно такие дети делают то, что взрослым не нравится. Эти дети любят причинять неудобства. Например, любят быстро что-то рвать, ломать, разбирать. Это просто от того, что им не хватает терпения сделать что-то качественное и последовательно. Они теряют терпение и начинают что-то ломать. Поэтому проще всего переводить их деятельность в хорошее русло. Если ребенок начинает что-то ломать, то надо иметь то, что он может ломать под рукой. И всегда предложить ему ломать то, что можно. Если он что-то рвет, то дать обязательно бумагу порвать. Если он хочет кричать, то придумать задание с криком. То есть обязательно всегда нужно иметь в запасе такой набор операций, который займет вашим ребенком. Спасибо.